Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я снова приглашаю вас в Пекин. Да, мое путешествие продолжается. У нас наконец-то закончился дождь, погода наладилась, и мы смогли нормально погулять по городу, открыть для себя новые места и просто насладиться атмосферой. А еще мы съездили в парк Universal, где получили кучу невероятных эмоций. И обо всем этом я расскажу в сегодняшнем влоге. Так что усаживайтесь поудобнее, активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Всем привет из Пекина! Это уже наш четвертый день, кажется, четвертый день в Пекине, и нам наконец-то повезло с погодой. Это первый день, когда не идет дождь, когда мы можем спокойно гулять, без дождевиков. И нам очень хорошо, как будто бы началась такая, знаете, не золотая осень. Мы рассчитывали увидеть золотую осень, но, как видно, здесь все такое очень зеленое. Вот, но все равно очень приятно и очень тепло. Наконец-то. Мы очень этого ждали все эти дни. Смотрит что-то. Парк тут, конечно, шикарный. Мы здесь уже были, но были в темное время суток и решили вернуться, когда здесь светло, чтобы посмотреть на вот эти вот кувшинки в дневное время. Ну, кляпота. Здорово. Я итальянское джелато везде найду. А это итальянское джелато прям? Написано. А по вкусу? Ну, как по вкусу китайское. Китайское, шоколадное. А потом мы зашли поесть и взяли, по словам официанта, не очень острый суп. Догадайтесь, каким он был? Да, он был очень острым. Место преступления. Нет, ну такой вот ночной город. Я люблю ночной город. Мы смеемся над тем, что мы всему этому так восхищаемся, из-за того, что у нас, по сути, в городе то же самое есть. И, ничего такого удивительного, небоскребы, красивые, высокие, но мы так удивляемся, как будто бы мы их видим впервые и вообще никогда в жизни ничего такого не видели. Но согласитесь, правда, красиво. Это такой вот бизнес-уголок, бизнес-центр города. Симпатично, симпатично. Так они двигаются, посмотри, как эти бабочки. Двигаются. А я туда и не вступаю. А это имитация одуванчиков. Вау. Блин, какая-то аллейка вообще длинная вообще-то. Ой, здорово, вообще. Потом мы вернулись домой, а на следующий день поехали в парк Universal. Это место не было обязательным в нашем списке, но поскольку оно находится в черте города и добраться туда можно прямо на метро, мы все-таки решили туда съездить и ни капельки не пожалели. Мы провели просто великолепный день, и после этого дня я захотела посетить все универсалы мира. Там было много разных тематических зон, но нас больше всего интересовала зона по Гарри Поттеру. И это была первая точка, куда мы отправились.
Масштабы Хогвартса нас очень впечатлили. Казалось, что это настоящий Хогвартс, хотя я не знаю, каких размеров он был в этом вымышленном мире, но выглядело все очень реалистично. Перед тем, как идти кататься на, пожалуй, одном из лучших аттракционов этого парка, который находится в самом Хогвартсе, в самом здании, мы решили выпить сливочного пива. Было довольно-таки вкусно, но, как всегда есть но, после первых нескольких глотков стало слишком приторно. Поэтому вот такой стакан на одного человека, как по мне, это слишком много. Аттракцион, на котором мы катались, я, к сожалению, не покажу, потому что я слишком боюсь, чтобы что-то снимать во время катания. Но, поверьте на слово, это было мега круто. Нам еще очень понравилось, насколько детально были продуманы все мелочи. Даже когда мы стояли в очереди на какой-то аттракцион, было что поразглядывать. Например, домик Хагрида, который показался таким же уютным и гостеприимным, как и в фильмах. 很美，对吧？它有着马的身躯、后腿和尾巴，但是。 Потом мы пошли гулять по зимнему Хогсмиду. Увидели предупреждение о том, что мир волшебников в опасности из-за пожирателей смерти. Зашли в том числе в магазин, где продавали волшебные палочки, и их там было просто невообразимое количество. Еще зашли в магазин со сладостями, а потом попали на представление, от которого я лично осталась в восторге. И не только от потрясающей актерской игры, но и от того, насколько этот актер мастерски переключался между китайским и английским языками. Представление было на 2 языках, потому что не все гости понимали китайский. И я все это время стояла с открытым ртом, насколько ловко, насколько естественно он переходил с английского на китайский и наоборот. А это уже павильон по кунг-фу панде. Там нам тоже удалось покататься на нескольких аттракционах. Нам очень понравилось. И еще там была какая-то своя атмосфера. Наверное, именно в этом павильоне чувствовалась какая-то китайская аутентичность. И еще там было очень красиво. А это еще один аттракцион, на котором я себя чувствовала абсолютно безопасно. Наверное, потому что я там была старше всех. Не считая, конечно, родителей, которые катались вместе со своими детьми. После этого мы еще заходили в несколько павильонов, и в одном из них нам показали имитацию цунами. Надо сказать, это было очень жутко и очень реалистично. И произошел забавный случай, рядом со мной стояла девочка, и она в какой-то момент вцепилась в мою руку и не хотела ее отпускать, потому что ей было очень страшно, а рядом, видимо, не было никого, за кого она могла бы схватиться. Поэтому я в каком-то смысле стала ее спасительницей. А еще мне очень понравилось гулять там вечером, потому что все здания, все вот эти постройки начинают подсвечиваться, и все это приобретает какой-то свой особый оттенок.
Вот это я, ребята, накаталась на аттракционах. Просто как никогда. А на выходе располагается сцена, на которой выступают артисты. И это как бы финальная часть пребывания в парке, потому что после этого выступления артисты очень ловко провожают всех гостей к выходу, после чего парк закрывается, и на этом все. И у меня на этом тоже сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк, если да, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На следующей неделе вас ждет еще один влог из Пекина, потому что на этом наша поездка не заканчивается. Так что я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока-пока!